Доброго времени суток. Казалось бы, нас почти 500 человек, ну, то есть немного, но при этом месячная аудитория за 28 дней, месячная аудитория больше 22 тысяч, и за 28 дней больше 82 тысяч просмотров. Что это говорит для меня? Это обозначает, что много людей пришло впервые и впервые сталкиваются с каналом. Если вы уже искушенный подписчик, вы знаете, куда вы пришли, вы просто открываете тайм-коды и переходите в интересующее место. Если вы впервые на канале, пожалуйста, посмотрите это интро, потому что я должен вам объяснить, что если на видео написана вот такая вот тема, это не значит, что внутри будет именно эта тема. Потому что я снимаю мою жизнь, как я разрабатываю IT-продукты, и у меня внутри видео где-то там 4-5 хороших, прикольных, классных моментов, которые я считаю, что повысят вашу IT-насмотренность, но в названии я должен вынести 1-2 названия, поэтому я выбираю, что туда вынести. То есть в самом видео вы получите больше, чем только то, что в названии, и еще дополнительно получите не только то, что в названии. Поэтому, если вы пришли именно по названию и будете искать, что вот внутри будет какая-то инструкция, я вам скажу так. Я считаю, что инструкции неэффективны. Я считаю, что если вы посмотрели, как у кого-то настроено, этот человек понимает, что он делает, у него инфраструктура поднята не такая, как у вас, вы делаете то же самое, что он показал, у вас не работает. Поэтому вот я снимаю такие вот подобия стримов, у меня записи, где я разрабатываю свои реальные IT-продукты. И даю подсматривать, как я это делаю. Поэтому я считаю, что вы можете хорошо повышать вашу IT-насмотренность вместе с моим каналом. И это обучающие стримы, обучающие видео вместо инструкций. А против чего я еще выступаю? Я выступаю сторонником того, что если кто-то выпустил видео «Сделаю IT-продукт за 20 минут» или «Сделал IT-продукт за 20 минут», я физически не понимаю, как это можно сделать. И у меня даже есть видео, что некоторые создают проекты за 20 минут, а у меня для того, чтобы выкатить приложение в Play Market, для того, чтобы ознакомиться с тем, какие есть ограничения по иконке, на выбор концепции иконки ушло больше часа. Так что как можно выкатить готовый продукт за 20 минут? Скорее всего, это желание привлечь внимание зрителей, а здесь на канале показывается реальная разработка, как она происходит. То есть я сталкиваюсь с большим количеством сложностей, и я не останавливаю запись, я решаю эти сложности прямо онлайн, чтобы вы видели логику, как я решаю сложности, и вы тогда впитываете свой личный опыт, и вы уже самостоятельно сможете решить эти и другие подобные задачи. Что мне хочется сказать, что если вы включаетесь в какую-то серию сериала, то вот, допустим, здесь есть разработка мобильного приложения, и там уже 50 серий, то у вас не будет контекста. То есть вам есть смысл зайти в плейлисты, выбрать плейлист, который вам интересен, и смотреть его с самого начала, чтобы вы понимали, откуда мы идем, какие этапы мы проходим и к чему сейчас пришли, и какие задачи сейчас решаем. Я хочу обратить внимание, может быть, на несколько плейлистов. Ну, можно сказать, свершение, то есть что получилось сделать. То есть я настолько оптимизировал работу искусственного интеллекта, что он у меня самостоятельно работал 2 часа 11 минут и выполнил, по-моему, 3 или 4 merge реквеста, то есть смержил 3 или 4 куска кода логических, и я был доволен результатом. То есть я настолько хорошо построил ограничения
того, как он должен двигаться, как он может двигаться и как ему нельзя двигаться, что вот он смог автономно вот так вот работать. Давайте глянем, что там по автономной работе, потому что если я это уже затронул, так, создание гибридного, веб-кодинг, создание сайта, установка настройка окружения, роботы-парсеры. Вот. Здесь вот у нас идет оркестратор. И если вы ищете, как сделать 0 людей компанию, то вот этот Paperclip оркестратор, он как раз рассмотрен здесь в отдельном плейлисте. К нему можно подключать ZAI, Minimax и еще куча всего через Hermes связку. Рекомендую этот плейлист, но фактически я сейчас уже пришел к тому, что просто работая с оптимизированным байпас-режимом, это все вы можете посмотреть в настройках окружения. Окей. Также я провожу хакатоны. Значит, хакатоны у нас по вот этому адресу hackonvibe.com. Вот это страны, которые уже приняли участие в хакатоне. Можете здесь посмотреть. Прошлые хакатоны вот здесь вот в истории можно глянуть. Это вот то, как я создаю сайт по хакатонам. Это отдельный плейлист. Что здесь? Выводы, архитектура, методология. Если вы хотите по-быстрому посмотреть и глянуть, какие интересные моменты есть, я бы, наверное, обратил внимание на вот это, на этот плейлист. Глянул его по-быстрому. Главное взять и унести с собой. Так, насчет оркестратора мы уже поговорили. Роботы-парсеры, автоматизация. Кому рекомендую посмотреть это видео? Здесь я настраивал парсер, который работает бесплатно для вас. То есть он не расходует токены искусственного интеллекта. То есть я показал, что такое CSS-селекторы, что такое веб-селекторы, как по ним можно простраивать, чтобы робот заходил на сайт и выполнял какую-то логику. То есть это базовое знание по автоматизации веб-приложений и того, как вообще работает Quality Assurance Automation, можно так сказать, то есть автоматизация тестирования. То есть вот этот плейлист, наверное, будет интересен вам в этом случае. Что здесь? Установка, настройка окружения. Ну, это база, то есть здесь можно глянуть, что вам подходит, что вам нужно для веб-кодинга, и то, что вам приглянется, подмигнет, есть смысл глянуть и сделать для себя точно так же. Что здесь? Создание сайта. Очень такая тоже большая подробная инструкция. 27 видео в серии. Здесь от покупки домена, выбора хостинга, привязка, прокидка маршрутизации, поднятие имейла, создание базового одностраничника, потом развитие уже до засешенного многостраничника и до получения первого лида. То есть здесь вот рекомендую посмотреть, как вы можете создать свой сайт. Действительно не за 20 минут, да, трудоемко, но зато вы сами это сможете сделать действительно. И без всяких агрегаторов, которым вы обязаны платить ежемесячно деньги, то есть вы поднимете, и бесплатно у вас это все будет работать хорошо и качественно. Здесь создание гибридного Android Apple приложения. Здесь 50 видео. Я, наверное, скажу, что для меня очень сложно разрабатывать под мобилку. Почему сложно? Потому что когда я делаю веб-приложение, мне никто не указ. То есть я использую любые технологии и использую любую инфраструктуру, какую я только хочу. А когда я завязываюсь с Google и с Apple, то я должен следовать их стандартам, чтобы они пустили меня в их магазины. И сейчас я уже создал приложение и загрузил его в Google Play.
и Google должен дать мне ответ вот, ну, в ближайшую неделю. То есть вот на такой стадии у нас все находится. А я работаю только в том окружении, которое показал, как настроить. Я вам уже показал, где находится установка и настройка окружения. Вот здесь вот 27 видео. Вот, так что, как говорится, можно вечно смотреть на то, как работает другой человек. Так что приятного вам просмотра. Доброго времени суток. Сообщу новости, какие у меня были за этот период времени. Значит, в прошлом видео, если вы его видели, я написал техническое задание, то, как я хочу, чтобы был переделан сайт по хакатонам. И потом я его запустил на ночь, чтобы он работал. Демон обвалился через буквально минут 40 и ничего не делал оставшиеся, там, я не знаю, там, часов 8, пока я не посмотрел на компьютер. И мы поправили демон, поправили логику, и вот он самостоятельно что-то там делает. Я, конечно, хотел, чтобы демон перезапускал сессию здесь в Cloud десктопе, но он запускает терминальные сессии, которые он только менеджерит. Я попросил переключиться уже на Opus 5 с усилиями экстра X, как там, ну да, Extra Efforts, High, Extra, да, и дальше Max. Да, вот я на Extra попросил переключить опусы. Что дополнительно вижу, что сделал неправильно по техническому заданию разработчик все, и поэтому я накатил дополнительную роль и попросил эту роль дополнительную, чтобы зашили в демон. Вот этот мой менеджер. Ну, фактически я выстраиваю команду 0 людей компанию при помощи инструментов родных, не используя Paperclip оркестратор. То есть Paperclip оркестратор вы можете посмотреть, как был там в плейлистах. Ну, вот здесь вот я выстраиваю то же самое. То есть я говорю, окей, есть один разработчик, и я говорю, нужно накатить тесты. Он говорит, да, сейчас я ему поручу накатить тесты. Я понимаю, что разработчик, когда он создавал код, он такие же тесты и накатит, и получается, он неправильно закодил, потом неправильно интерпретировал, неправильно подгонит под неправильный код неправильные тесты и скажет, что я все сделал, все хорошо. Я ему сказал, нет, так не делаем, создаем отдельную роль и отдельный, хотел сказать, человек, искусственный интеллект, который не читал кода, он читает техническое задание и накатывает тесты, которые разработчик не может изменить. Он сделал хорошо, все класс, погнали, делает. Потом я смотрю, ну, фигня получается. То есть, какая ошибка произошла? Для тестировщика один пункт, один тест. Ну, я попросил интеграционный писать end-to-end тесты. Он написал один пункт, один тест. Но в одном пункте у меня там около 20 требований, то есть это должно быть как минимум 20 отдельных тестов. Вот, и это было не выполнено. Я говорю, нет. Значит, мы вводим третью роль. Это администратор по покрытию, человек опять, да, искусственный интеллект, который вычитывает техническое задание, смотрит, какие там были атомарные задания, технические задания, и уже исходя из них проверяет, насколько это было имплементировано в тестирование, а уже из тестирования идет разработка. То есть вот такое вот я уже сделал. То есть 3 роли. Разработчик, end-to-end тестировщик, который не читает код, и администратор, надстройка над тестировщиком, над автотестировщиком, который вот тестирует это все глобально как система, насколько оно соответствует первичному техническому заданию. Вот, и вот оставил я его как менеджера, чтобы он это все делал. Ну, давайте прочитаем, что он ответил. Теперь у вас есть контекст, о чем это мы, и вот теперь уже пояснение.
Принято. Управляю до результата. Регуляторы. Оба цикла. Разработчик плюс аудитор. И гейт защиты тестов работают в фоне на Opus 5. Я держу штурвал. Сверяю матрицу покрытия и реестр требований. Цель. 100%. Ничего не пропустить. Одобряю как админ любые запросы на изменение замороженных тестов. А провалыс, реквестес, стрелка направо опровед. Вывожу на экран только значимые вехи. Закрытые сессии прод-тестов. Найденные противоречия ТЗ. Застревания. Без спама. Контекст не жгу. В глубину не ухожу. Если что-то потребует твоего решения. Крупная развилка 40 или 34 пол вроде денег, KYC. Принесу коротко. Пока. Молотим до полного покрытия ТЗ живыми прод-тестами. Позови в любой момент. Стейтус обоих циклов. Находки аудита или покажи прогресс. Ну и вот, грубо говоря, здесь я вижу, что он не простаивает, а что он во всяком случае работает. Потому что у меня был плохой случай, вот буквально вчера или позавчера, с GPT-чатом, то есть я общаюсь с ним голосом, и он говорит: так, вместо того, чтобы тебе просто ответить, я сейчас произведу исследование, хорошо, да, вот, следующие шаги, я выпишу документ, план того, как, меня интересовала научная деятельность 3 академиков, вот, и мне говорит: да, вот там найду там научные статьи, подборку, там открытые лекции, которые ближайшие будут у этих академиков, вот, все сделаю, все хорошо. Я говорю: ну, окей, что там? Он говорит: да, еще занимаюсь, вот, я хочу так, чтобы это уже было прямо план такой классный на долгое время. Я говорю: слушай, классно, тебя докрутили, прямо подключили крутую модель, раньше ты только общаться мог, а тут ты прямо анализируешь, выписываешь, сверяешь цитаты, вытаскиваешь какие-то научные публикации, формируешь документ. Говорю: это класс. Он говорит: ой, спасибо, мне очень приятно это слышать. Я говорю: ну как там? Он говорит: да, еще занимаюсь. Я говорю: ну окей, как я тебя не тороплю, как будет готово, то ты скажешь. Он говорит: да, хорошо. Где-то длилось это минут 20. Я говорю: ну, какие там промежуточные этапы, промежуточные результаты. GPT мне говорит: да, давай я тебе расскажу. И дает ту же информацию, которая была до вот такого, в кавычках, глубинного поиска. Я такой говорю: так давай ты мне все, что ты нарыл, все, что ты нашел, и все, что ты выгрузил в большой этот документ, ты мне проговори, потому что то, что ты не проговорил, то у меня не остается в чате, а то, что ты проговоришь, то у меня текстом уже будет в чате, и давай мне со всеми ссылками на научные работы, на все остальное. Он говорит: да, хорошо, начинает наговаривать, я понимаю, что он вообще никакой работы не проводил. И я ему говорю: так ты меня, получается, обманывал? Он говорит: ну да, вообще, извини, да, я был неправ, что я говорил, что работаю, что занимаюсь, что еще чуть-чуть, что создаю документ, я понимаю, что ты хотел увидеть такой вот план, то-то, то. Ну, то есть это просто был какой-то жесть. Вот. А здесь вот у меня уже настроена аналитика на уровне хуков, что я вижу, что действительно этот проект работает и ведется разработка. То есть не просто обещание разработки, а я вижу конкретно статистику по проекту. Вот, я очень буду рад, если это все, длинный диалог, искусственный интеллект поместит в Shorts, а Shorts может быть до 3 минут, так что я надеюсь, все поместится до 3 минут. Вот, это такие вот общие моменты, что у меня, какие новости там со вчера до сегодня. Я пытаюсь экспериментировать. Ну вот, кстати, да, какую-то часть он опять по хакатону запилил и проводит смоук-тестирование, что, ну, хотя бы регистрация пользователя не отвалилась. Вот, то есть косвенное подтверждение, что какие-то части технического задания пилятся, разрабатываются и выкатываются в продакшн. Тут особо показывать нечего, то есть ведется агентская работа, автономная, 3 роли. 4 роли, да, то есть менеджер, генеральный директор, разработчик, это 2, 3 это, получается, написатель автотестов согласно ТЗ, и 4 это проверяльщик,
правильного покрытия тестами, исходя из ТЗ. Вот такие вот 4 роли стараюсь тестировать и посмотреть, что из этого будет. А пока все очень сыро. То есть пока все очень сыро, ничего не готово, ничего не поменялось. Главное, не соответствует. Ну, короче, пока что это работает плохо. Ну, единственное, там накатился новый дизайн, да. Ну, это ж такое, мелочи. Вот, так что буду смотреть по результатам, расскажу, поделюсь. Вот такой вот короткий сегодня видео с вами. Желаю вам хорошего дня. Ну, тут тоже я считаю, что сегодня было емко по-деловому, хотя вот я больше люблю показывать, как я это все делаю вместо инструкции. Вы знаете мою эту позицию, но как есть. То есть попытался втиснуть там 20 часов в какое-то вот емкое, сколько там, 10-минутное видео. Желаю вам создавать ваши IT-продукты и выкатывать их в продакшн и становиться долларовыми миллионерами. Желаю вам финансового благополучия, пусть все получается. Спасибо за лайки, подписки. Если вы досмотрели до конца, буду рад какому-то лайку, комменту поддерживающему. Спасибо.